Предупреждение. В этом видеоролике вам не придется в очередной раз слушать историю покорения космоса, но то, что вы услышите, наверняка заставит вас задуматься. В одном из своих недавних роликов про Америку я привел довольно интересное размышление о том, что современные США настолько утратили технологические компетенции, что фактически не в состоянии повторить доставку человека на Луну. Как и почему так случилось, сейчас обсуждать не будем, но факт остается фактом. Вместо того, чтобы поднять собственные разработки прошлого века, сейчас НАСА вынуждена тратить десятки миллиардов долларов и годы на создание новой лунной программы Артемида. И вот такие курьезы наряду с прочими только подливают масло в огонь в споре о том, были ли на самом деле американцы на Луне, или их лунная программа – это невероятных масштабов инсценировка, на которую в свое время повелся весь мир. В общем, под тем видеороликом зрители накидали мне разного рода гневных комментариев в стиле «дизлайк и отписка за то, что веришь в лживую американскую пропаганду». И я, если честно, был даже немного удивлен, поскольку тему эту упомянул лишь вскользь. В общем, жизнь показала, что наш народ крайне неравнодушен к главному достижению американской космонавтики и очень хочет знать правду. Кстати, я тоже хочу ее знать, и верите или нет, я на эту тему в разное время посмотрел большое количество видеороликов, поэтому знаю, на чем там обычно строится дискуссия. Однако главный вывод, который я сделал, ознакомившись со всей приведенной там информацией, следующий. Если бы у меня не было возможности произвести собственный анализ фактов, то ни та, ни другая сторона так и не смогла бы меня ни в чем убедить. И именно так. Я видел ролики, набравшие по несколько миллионов просмотров, которые, видимо, посмотрели все, кого эта тема волновала. Но даже несмотря на то, что они были информативны и увлекательны, уровень анализа и аргументации в них оставлял желать лучшего. И это мы говорим о блогерах, для которых количество просмотров превалирует над вопросом истины. И если же мы обратимся к выступлениям профессиональных астрономов, то тут ситуация, надо сказать, не лучше. Вот, к примеру, есть такой довольно известный в Рунете астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин. Он нередко выступает с аргументами в пользу подлинности высадки американцев на Луну и приводит разные доводы. Например, что астронавты миссии Аполлон установили на Луне специальные отражатели, позволяющие точно измерять расстояние от Земли до Луны с помощью лазерных лучей. Ну хорошо, допустим, это так, но как простой человек, далекий от науки, может проверить данное утверждение? Или он должен в данном случае верить на слово? Или, допустим, история о том, как американский зонд, запущенный в 2009 году, сделал детальные снимки мест посадки миссий Аполлон. Якобы видно все, даже следы астронавтов и луноходов. Вам не кажется, что условный скептик с дивана на это скажет, что зонд-то был американский, а значит, снимкам его верить нельзя и в чем-то будет прав? Я не пытаюсь сейчас с кем-то спорить и приводить собственные аргументы. Я лишь хочу указать на одну интересную проблему, без понимания которой нам дальше не продвинуться. Я думаю, никого не надо убеждать в том, что современный мир стал невероятно сложным. Объемы информации, с которыми мы сталкиваемся каждый день, просто огромны. Причем, если раньше источники информации были относительно ограничены и большинство людей полагались на книги и научные авторитеты, то сегодня каждый может найти в интернете любые данные, подтверждающие его точку зрения, независимо от того, насколько эта точка зрения соответствует реальности. Приведу самый банальный пример. В Гугле при запросе «вред кофе» можно найти около 3 миллионов результатов. И при запросе «польза кофе» примерно столько же, чуть больше. Даже в научной базе Google статей о потенциальном вреде кофе порядка 65 тысяч, а о пользе около 82 тысяч. И вот в таких условиях человеку крайне трудно самостоятельно разобраться в вопросе. Сложные научные темы требуют специальных знаний, логического мышления и навыков анализа данных, которыми владеют далеко не все. Поэтому неудивительно, что у большинства людей попросту нет возможности построить собственное аргументированное мнение на основе фактов. И это нормально. Поэтому что делают такие люди? Они либо доверяют мнению авторитетных личностей, либо полагаются на свою интуицию. Но проблема в том, что даже авторитетные личности нередко бывают вовсе некомпетентны в конкретных вопросах. А интуиция не всегда является хорошим советчиком, особенно когда речь идет о сложных технических и научных темах. Например, интуитивно может казаться, что Солнце движется по небу вокруг Земли. Но так ли это на самом деле? С другой стороны, есть те, кто вместо научных источников обращается к так называемым опровергателям и разоблачителям. Ведь они не перегружают зрителя сложными формулами и расчетами, а говорят простым, доступным языком, зачастую апеллируя к эмоциям. А конкретно в случае с высадкой американцев на Луне без эмоций никак не обходится. Я это прочувствовал из комментариев моих зрителей. И вот этих людей, верящих тем самым опровергателям и разоблачителям, очень много, что само по себе создает проблему. Ведь если есть спрос, предложение гарантировано.
Пентагона. Ловкие ребята вам опровергнут все, что угодно, особенно если медийный успех приносит доход. В итоге получается интересная картина. Даже если кто-то действительно хочет докопаться до правды, ему будет крайне сложно это сделать. Ведь чтобы разобраться, например, с теми же лазерными отражателями на Луне, нужно не просто прочитать про них в Википедии, а понять принципы работы лазеров, знать основы астрометрии, а еще желательно быть знакомым с методами научных измерений. И кому это надо погружаться в такую глубину ради одной единственной темы? Вот и выходит, что даже самые убедительные аргументы специалистов не всегда достигают цели. Люди попросту не могут их проверить, а значит, им остается либо верить, либо не верить. И если у них изначально есть сомнения, то, скорее всего, они выберут второй вариант. Что мы имеем в результате? А вот что. По данным опросов, в последние годы в России от 1 до 2/3 населения не верит в то, что американцы были на Луне. То есть, грубо говоря, каждый второй. Ребята, не ленитесь, подпишитесь на канал. Вам не сложно, а нам приятно. И лишняя копеечка будет котику на консерву. Хорошо, давайте начнем с чистого листа и представим себе, что американцы не были на Луне, а все инсценировали. Ну, допустим. Насколько реалистичен такой сценарий? Сейчас разберемся. Для начала предлагаю выяснить, было ли вообще в истории что-то подобное, или данная афера является беспрецедентной по своим масштабам и дерзости. Приходит ли вам что-то подобное на ум? Что-то действительно столь же масштабное представить сложно. Однако история знает случаи менее масштабных, но все же довольно крупных дезинформационных операций. Один из ярких примеров – операция «Трест», проведенная в Советском Союзе в 1920-е годы. В 1921 году советская контрразведка ГПУ создала фиктивную антибольшевистскую организацию под названием «Монархическое объединение Центральной России», известную также как «Трест». Руководил операцией один из самых талантливых чекистов того времени – Артузов. Суть операции заключалась в том, чтобы создать видимость мощного подполья, которое якобы готовит свержение большевистской власти. Белым эмигрантам давали ложную информацию о готовящемся восстании, а некоторых даже заманивали обратно в страну, где их арестовывали. Одним из самых известных эпизодов стало завлечение в СССР генерала Александра Кутепова и Бориса Савенкова, которые поверили в существование антисоветского подполья. Савенков был арестован в 1924 году, а Кутепов в 1930 похищен в Париже. Операция длилась несколько лет и в итоге обернулась крупным успехом для советской разведки. Самое удивительное, в операции были задействованы сотни человек, которые блестяще сохраняли секрет. Никто из участников не проговорился, не выдал истинную суть операции. Это одна из немногих крупных дезинформационных кампаний, которая длилась годы и вводила в заблуждение даже опытных политиков и военных. Однако даже ее масштабы не идут ни в какое сравнение с предполагаемой лунной аферой. Советские спецслужбы контролировали относительно небольшую группу людей, а не весь мир. Да и окончательно правда стала очевидной уже после ареста и публичного процесса над Борисом Савенковым в 1924 году. Его показания и последующие документы спецслужб фактически демонстрировали искусственность Треста. Еще одним примером масштабной дезинформации в истории стала операция «Fortitude», проведенная союзниками во время Второй мировой войны. В преддверии высадки в Нормандии в 1944 году британские и американские стратеги разработали грандиозный план, цель которого была одна – ввести немцев в заблуждение и заставить их ждать удара в другом месте. Чтобы убедить Гитлера, что основное вторжение произойдет не в Нормандии, а в районе Па-де-Кале или даже в Норвегии, союзники создали целую фальшивую армию. В Англии была развернута вымышленная первая армия США под командованием известного генерала Джорджа Паттона. Газеты писали о ее подготовке, радиостанции передавали фальшивые переговоры, а с воздуха немецкие самолеты-разведчики видели огромные скопления техники. Правда, на земле стояли не настоящие танки, а надувные макеты. Помимо этого, союзники активно использовали дезинформацию. Двойные агенты передавали немцам поддельные разведданные, британские радисты создавали видимость военной активности в тех районах, где ее на самом деле не было, а подставные агенты вносили хаос в аналитические отчеты вермахта. В результате, когда 6 июня 1944
1944 года началась настоящая высадка в Нормандии, немецкие войска оказались не готовы. Гитлер и его генералы до последнего верили, что это всего лишь отвлекающий маневр, а настоящий удар придется по Па-де-Кале, и не перебрасывали туда подкрепления. Союзники получили ключевое преимущество и смогли успешно закрепиться на континенте. На первый взгляд кажется, что операция Fortitude – блестящий пример того, как можно обмануть даже сильного противника. Однако, если сравнить ее с гипотетической лунной аферой, то видно, что масштабы этих событий несопоставимы. Операция длилась всего несколько месяцев, тогда как инсценировка высадки на Луну должна была оставаться секретной более 50 лет. В Fortitude участвовало несколько тысяч человек, и все они были военными и разведчиками, которые по долгу службы приучены держать язык за зубами. А в случае с Аполлоном заговор потребовал бы молчания сотен тысяч людей, включая инженеров, ученых, астронавтов, международных наблюдателей и даже советских специалистов, которые внимательно следили за каждым шагом американской космической программы. Кроме того, союзники не имитировали войну, они действительно высадились во Франции. Вся операция строилась на подмене одного факта другим, но конечный результат был реален. А вот если высадка на Луну была бы мистификацией, то пришлось бы с нуля создавать колоссальный комплекс подделок. Фальшивые ракеты, ложные радиопередачи, обманутых журналистов, подкупленных ученых и так далее. Вот вам еще один пример из недалекого прошлого. Помните такого парня по имени Эдвард Сноуден? Так вот, именно он пролил свет на один из самых засекреченных проектов Агентства национальной безопасности США, АНБ. В 2013 году Сноуден передал журналистам данные, доказывающие, что АНБ ведет массовую слежку за гражданами США и других стран. Система анализировала телефонные звонки, электронную переписку, активность в интернете и даже записи видеозвонков. Прослушка велась не только за подозреваемыми в терроризме, но и за обычными людьми, мировыми лидерами, компаниями, дипломатами. Вдруг выяснилось, что спецслужбы получают данные напрямую от таких IT-гигантов, как Google, Apple, Facebook и Microsoft, с любых ваших устройств в любое время. А также, что через специальную систему тотального поиска можно анализировать буквально все, что человек делает в интернете. Все эти программы слежки работали годами, и в них были задействованы десятки тысяч сотрудников спецслужб и технологических компаний. Но несмотря на жесткий контроль, утечка информации все-таки произошла. Эту историю мы уже знаем. Эдвард Сноуден, работавший в АНБ и имевший доступ к секретным данным, сумел скопировать огромный массив информации и передать ее журналистам. Разразился огромный скандал, и правительству США пришлось признать существование всех этих программ слежки. В результате мы видим, что даже при наличии строгого контроля секреты такого масштаба не могут храниться вечно. В этом проекте работали десятки тысяч сотрудников, но всего один человек, решивший слить данные, смог раскрыть его миру. Что ж, мы с вами рассмотрели несколько известных секретных проектов, но картина была бы неполной, если бы я не привел здесь еще один, пожалуй, самый близкий по масштабу к лунной программе секретный проект в истории человечества – Манхэттенский проект. Это была настоящая научная война, где противостояние шло не на полях сражений, а в лабораториях, где величайшие умы планеты работали над созданием оружия, способного изменить весь ход мировой истории. Представьте себе, около 130 тысяч человек были задействованы в проекте, который держался в абсолютной тайне. 3 огромных секретных города были построены буквально в чистом поле: Лос-Аламос в Нью-Мексико, Оак-Ридж в Теннесси и Ханфорд в штате Вашингтон. Города-призраки, которые существовали, но официально не значились ни на одной карте. Американские ученые, военные и инженеры развернули огромную инфраструктуру, включавшую секретные лаборатории, заводы по обогащению урана и испытательные полигоны. Люди работали, не зная полной картины, каждый знал только свою крошечную частичку грандиозной головоломки. Руководил проектом Роберт Оппенгеймер, блестящий физик, который буквально за несколько лет смог организовать работу сотен научных гениев. Сюда входили Энрико Ферми, Нильс Бор, Ричард Фейнман, цвет мировой науки, которые были собраны в одном месте для достижения единственной цели. И каждый участник, конечно же, подписывал пожизненное соглашение о неразглашении. Невероятно, но факт. Весь проект стоимостью около $2 миллиардов по меркам 1940-х годов был практически невидимым для внешнего мира. Налогоплательщики США не знали, куда уходят их деньги, а Конгресс получал только самый минимум информации. Первое испытание атомной бомбы 16 июля 1945 года стало кульминацией этого грандиозного секрета. Оппенгеймер, присутствовавший при взрыве, процитировал строки из индуистского
третьего священного писания: «Ныне я стал смертью, разрушителем миров». Самое поразительное, никто из участников проекта не проговорился. Десятки тысяч людей хранили величайший секрет современности, понимая беспрецедентную важность своей работы. Этот проект доказал, при правильной мотивации и четкой организации можно действительно сохранять тайну даже в масштабах целой страны. Но недолго. Несмотря на все меры предосторожности, утечки все-таки произошли. Советская разведка сумела завербовать несколько ученых, участвовавших в проекте. И уже к 1949 году СССР создал свою атомную бомбу, использовав часть американских наработок. Но главное, как только новое оружие испытали, скрывать его существование стало бессмысленно. 6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а 9 августа на Нагасаки. Секрет стал достоянием всего мира. Давайте проведем некоторые параллели с нашей гипотетической лунной аферой. Надо сказать, что по числу участников проекты более-менее сопоставимы. И вот Манхэттенский проект, несмотря на беспрецедентную секретность, не смог остаться тайной даже во время войны. Что уж тогда говорить про мирное время. Отсюда возникает ряд вопросов к нашей гипотезе лунной аферы. Например, почему за десятки лет так и не нашелся какой-нибудь Сноуден или советский разведчик, который пролил бы свет на столь масштабный заговор? Хороший вопрос, не так ли? Но вопросы возникают и с другой стороны, причем много вопросов. На основе этих вопросов родились целые теории, которые я для себя разделил на несколько основных групп. Первая группа теорий связана с так называемыми несостыковками на фотографиях. Любители конспирологии утверждают, что на снимках отсутствуют звезды, странно ложатся тени, а флаг якобы развивается, что невозможно в безвоздушном пространстве. Юмор в том, что каждый из этих аргументов имеет элементарное научное объяснение. Только вот кому оно интересно? Впрочем, проверить на прочность тот же аргумент со звездами проще простого. Попробуйте сфотографировать какой-нибудь хорошо освещенный объект на Земле на фоне ночного неба. Только не на современный смартфон, пожалуйста, а то он вам дорисует что угодно. И если объект на Земле будет правильно проэкспонирован, то звезды на небе вы вряд ли увидите. И это вполне понятно любому фотографу. Вторая популярная теория, будто все съемки миссии Аполлон сделаны в павильонах секретной студии НАСА. Давайте не будем сюда приплетать Стэнли Кубрика, а разберемся в чисто технических моментах. И самая очевидная нестыковка, как в 1969 году можно было изобразить лунную гравитацию. То есть механику перемещения астронавтов на поверхности Луны, где сила тяжести в 6 раз меньше, чем на Земле. В современных фильмах такие эффекты создают с помощью компьютерной графики и тросов. О реалистичной компьютерной графике в 1969 году говорить не приходится. Но что насчет тросов? А то, что если бы астронавты висели на тросах, их движение непременно имело бы особую специфику. С рывками, натяжениями и балансировкой. И если в каком-то кино обыкновенный зритель мог бы и не обратить внимания на подобные артефакты, то для специалистов факт подлога точно бы не остался незамеченным. А как они могли столь реалистично подделать лунную пыль? На Земле пыль ведет себя иначе. В воздухе она зависает. А на Луне пыль просто разлетается в стороны и сразу оседает. Смоделировать это на Земле на тот момент было совершенно невозможно. Даже сегодня воссоздать высадку Аполлона в студии было бы крайне сложно. А тогда, поймите, Голливуд просто не умел делать реалистичную невесомость. Да и качество пленки не позволяло делать монтаж, незаметный для глаз специалистов. А теперь снова вернемся к разбору самого механизма сокрытия подобных масштабных мероприятий. Если бы все это действительно снималось в павильоне, вы представляете, сколько людей должны были участвовать в заговоре? Операторы. Они снимали, декораторы, они строили эту бутафорскую луну. Техники, они создавали освещение и эффекты. Специалисты НАСА, они следили, чтобы все это выглядело правдоподобно. И, наконец, сами астронавты, которые притворялись, что были на Луне. Это сотни, а то и тысячи человек. И ни один из них ни разу не проговорился? Ни одного разоблачителя, ни одного утекшего документа, ни одной случайной утечки информации? Серьезно? Так бывает? При этом мы знаем о Манхэттенском проекте, знаем о прослушках АНБ, знаем о секретных экспериментах ЦРУ. Вам это не кажется странным? Третья группа теорий связана с техническими возможностями 1960-х годов. Мол, компьютеры были размером с комнату, связь была примитивной, как можно было осуществить столь сложный перелет? Парадокс в том, что технологии для межпланетных перелетов как раз вполне себе существовали именно в 1960-е. Ракетостроение к тому моменту достигло невероятных высот благодаря работам Королева, фон Брауна и других пионеров космонавтики. На этом я даже не хочу останавливаться, как и на многих других доводах в пользу теории
теории фальсификации миссий Аполлон, потому что не хочу растягивать это видео на час. Но вот одна из теорий настолько комична, что не упомянуть ее я просто не могу. Причем, что интересно, базируется она на вполне здравых рассуждениях о том, что СССР, будучи принципиальным конкурентом США в космической гонке, тем не менее не опроверг официальную американскую версию происходящего. Но сделал это не потому, что не было соответствующих данных, а по факту получения взятки от властей США за молчание в виде неких политических уступок или еще чего-нибудь, на что хватит фантазии у создателей подобных гипотез. Ну что тут сказать, теория о том, что СССР получил от США взятку за молчание о лунной программе, настолько нелепа, что ее можно было бы принять за сюжет комедийного шоу, если бы не серьезность утверждений. Представьте себе, холодная война, время лютейшей конфронтации, когда два государства были готовы буквально стереть друг друга с лица земли. И вдруг такое. Да советские разведчики моментально разоблачили бы любую попытку подкупа. Это было бы грандиозное шоу на весь мир. Более того, для советской системы того времени любое предложение взятки от капиталистической державы было бы воспринято как личное оскорбление и государственная измена. Руководство СССР во главе с Брежневым только и мечтало о том, чтобы поймать США на малейшей фальши. Разоблачение американской лунной программы было бы для них колоссальным пропагандистским и геополитическим трофеем. Тут важно понимать простую вещь, особенно тем, кто не жил в СССР. Советская научная и разведывательная машина была настолько мощной, что могла отслеживать буквально каждый шаг американской космической программы. Космические радары, спутники-шпионы, агентурная сеть – все работало с точностью швейцарских часов. Будьте уверены, любая фальшь была бы моментально вычислена и предана гласности. Самое забавное, что СССР не просто промолчал, он фактически признал успех американской лунной программы. Более того, советские ученые первыми поздравили нас с успехом. Итак, подводя итоги, давайте выделим два ключевых момента, которые ставят точку в любых сомнениях относительно подлинности высадки американцев на Луну. Момент первый. Сохранение такого масштабного секрета фактически невозможно уже по чисто математическим причинам. В проекте «Аполлон» было задействовано около 400 тысяч человек. Статистически при таком количестве участников вероятность случайной утечки информации превышает 99,9%. Достаточно всего одного недовольного сотрудника, чтобы разрушить весь конспирологический сценарий. При этом за 50 лет не нашлось ни одного внятного свидетеля, который бы предоставил реальные доказательства фальсификации. Для сравнения, в куда более компактном Манхэттенском проекте 130 тысяч человек информация частично просочилась уже через несколько лет, а здесь полное молчание от сотен тысяч людей. Второй принципиальный момент – сомнение в лунной программе равносильно оскорблению профессионализма советской научной и разведывательной элиты. СССР буквально облизывал каждый шаг американской космической программы. Советские ученые, имевшие колоссальный научный потенциал, Королев, Глушко, целые НИИ, были способны моментально вычислить малейшую фальшь. Советский Союз не только внимательно наблюдал за американской программой, но и имел свои собственные программы для изучения Луны. И если бы существовали хоть малейшие доказательства фальсификации, это сразу же привлекло бы внимание. Советские ученые и спецслужбы были одними из самых лучших в мире, и их способность точно оценивать достижения США в космосе не вызывает никаких сомнений. Если бы американцы не высаживались на Луне, они бы, безусловно, не смогли это скрыть от наших специалистов. Можно сколько угодно критиковать Соединенные Штаты, не любить их внешнюю политику или экономическую модель, но признание лунной программы – это своего рода интеллектуальный иммунитет против того тотального мракобесия, которое царит сегодня в информационном пространстве. И я бы даже сказал, акт элементарной научной честности и критического мышления. Да, в нашем мире, где порой бывает очень сложно отличить ложь от истины, способность признать очевидный научный факт иногда становится почти что геройством. И я не сомневаюсь, многие люди в комментариях к этому видео выскажут все, что они обо мне думают. Но что поделать, я просто честно изложил свою точку зрения. И если у вас есть своя, отличная от моей, то действительно, пишите комментарии. Мне будет интересно их почитать.